привет! Те, кто посмотрели прошлый выпуск, поняли, что с моим бегучим такелажем есть некоторые проблемы. В частности, заключающиеся в том, что гратофал не заведен в кокпит. И я думала, как бы его перезавести, так, чтобы сделать его нормальной длины, и он доставал до лебедки в кокпите. Я сходила в марину, поговорила с местными работниками, спросила, кто сможет залезть на мачту и вообще посмотреть, что там происходит. Кроме того, у меня были проблемы с верхним ходовым огнем, и я думала, что, возможно, есть смысл нанять кого-нибудь, чтобы решить махом все проблемы на мачте. Мне сказали, что подъем на мачту возможен при некоторых условиях. Отлив, отсутствие ветра и наличие в марине работника, обладающего лицензией на верховые работы. То есть я должна была в определенный момент, в определенный час подогнать лодку в определенное установленное место. При этом, когда произойдет отлив, лодка встанет на киль и перестанет качаться. Если в этот день не будет ветра, то мастер сможет залезть на мачту и сделать там все, что мне понадобится. Но мне не очень хотелось ставить лодку на киль. Мне казалось, эта процедура довольно сложная. И вообще мне это казалось не очень безопасным. Может быть, мы найдем способ решить эти проблемы как-то проще. Знакомых в Хорватии у меня было немного. От слова совсем не было. И один из немногих людей, с которым я там познакомилась, это был Мишко, который делал мне страховку, который поручился своим адресом за мою регистрацию. И говорил, что если что, обращайся, я тебе все подскажу, помогу, либо найду, как тебе это все выполнить. Ну, я и обратилась. Говорю, вот такая вот проблема. Может быть, есть какие-то мысли, что сделать? Он говорит, я приду без проблем. Посмотрим, что-то придумаем. И пришел. Taj ne ide gore. Ma ne, ja vama to kažem, to je kraj ovog proroka. Ja sam probala gledati da podignem to. I kad ja dižem to skroz gore, ja imam možda dosta dužine, samo do vinča ovako. Ma da. Ja predlažem da se ovaj promijeni, to ćemo lako. Kako? Sa ovom? Ma bez, to ćemo bez. Znači kupimo novi konop, ovdje zašijemo, zaštukamo. Da, mi smo uzeli za svaki slučaj još 15 metara. I протягиваем в мачту за Ali to je malo za... Malo je 15, Ne, kako ne, 15? Jarbol ima 12 metara, ja mislim. Ne. Ja sam to, znate kako ja sam mislila, ako bi bila mogućnost, na primjer, da bi mi to... Ne? Nije to dobro. Znam. Nije to sigurno. Nije to sigurno. Nikako. Objasnite mi, ja ne mogu da shvatim. Vidite, uzet ćemo novi konop. Ma da, 40... Ne, slušajte. Vlasnik od trgovine je moj prijatelj. Da, Branko. Vidjeli smo se. I ja ću uzeti rolu. Aha. A, jasno. Mi ćemo donesti ovdje rolu i onda ćete vi reći, i vi i ja skupa, ovo je okej. Значит, он отказался связывать, сшивать и все остальное. Да. Он сказал, что Бранко принесет целую бобину, потому что мы не знаем, что покупать. Бранко его приятель. Но я тебе говорю, что эти конфеты сигареты, они нам очень непонятно очень много. Я поэтому сидела вчера и думала. Протянем просто, пришьем к этому и протянем часть мачты. Ну да, у меня была такая. Вот. Ну слушай, я тебе хочу сказать, что это хорошее, и это решение на года. Честно тебе. И он согласен со мной, что вообще так нельзя поступать, и что там. И он мне сказал, что они не ходили на этой лодке много, что они обычно, жена его как бы без ветрия поднимала парус, закрепляла его на утке, и вообще им вот этого не надо было, того, чего я от них спрашиваю. Ну понятно, у нас другая история. Спасибо. А нам нужен вообще кто-то, чтобы мы сами сошли, Ну, уже объясните, почему. Ни я, мы не сможем так вернуть и зашить к карабину. Как ты вот сама сможешь сделать? Гарантию, что у тебя не отлетит твоя веревка. А они смогут с гарантией это сделать? Конечно. Нет, слушай, нет, я не возьму, я не буду тебе Я понимаю, просто они тоже не будут гарантировать, и они ответственности тоже никуда не несут. Нет, Если понятно, это потеряется в мачте, то как бы они просто развернутся и пойдут домой. Я этого сделать не смогу, я тебе сразу говорю. Если ты думаешь, что ты сама это сделаешь, я тебя хочу разочаровать, что нет. У меня нет
иголки и нитки достаточно прочные. И никакой вообще. И мало того, здесь нужна как бы здесь дайнема какая-нибудь нужна тонкая маленькая. Это другое Этого у совсем. меня нет, а у них есть? Да, Или они- конечно. Несмотря на то, что сшить 2 веревки и пропустить их через мачту так, чтобы они не потерялись, мне казалось довольно выполнимой задачей. Да и пришить серьгу, в принципе, я представляла как... Ну и не казалось мне это слишком сложным и невыполнимым. У меня все равно не было необходимых инструментов, у меня не было ни нитки, ни иголки. И я даже не представляла, где их быстро купить, находясь на краю цивилизации, там, где я была. Да и Ольга убедила меня, что все-таки лучше доверить этот вопрос человеку, который пообещал это сделать. У меня были сомнения на этот счет, потому что Мишка все-таки занимался страховками, а не ремонтом яхт. И я не была уверена, что у него прям вот получится лучше, чем у человека, для которого это важно. Но, тем не менее, я решила довериться Ja ему. mislim da je manje. Послушайте, маме, Виктория каже да она, значи, она мерили 50 метров. 10 метров она каже. Ovdje. Мерили. А nisam Onda dobro. Ja mislim da... Слушайте, nisam to još не гледала, веруйте мне. Я сам, как сам приметила, первый наиглавный проблем, что се тичи Ярбола, и то ми било наиглавна ствар, знаете. Ну да. Nisam još не измерявала, колко će biti tamo. Ali pronašla sam ekstra lanac za sidro, znači i ekstra konop za ekstra sidro. Ako da. Ako bit će zgubljen, например, zgubljeno ovo sidro, znači. Pogledajte tu što će osigurača. Nema rupe. Vidite da ima Da. rupe. Ima rupe. Ponegdje ima, ponegdje nema. Ja mislim- Ali nije to, slušajte, nije to rupa. Tu je rupa, vidite. Tu ide onda ovo. Da, ovo vidim, da. Aha, To bi trebalo staviti, zato jer da. se ne desi nešto. Смотри, предохранитель, чтобы не вырывало ванты, вот иди сюда, наклонись. Вот видишь, вот здесь вот дырочки. И вот сюда вставляются такие Защелки. гвоздики. Мы с тобой сейчас посмотрим эти гвоздики, есть ли они у тебя или нету. И мы сюда их вставим, если у них там есть. Если у тебя их нет, то вопрос нет. Тебе мастер-клас. Я кажем, хто за тебе родіониця.
Да. Как будешь сам, наоборот. Не дай Боже. Боже. Не віруєте у женську снагу на броду, так? Kako? Не віруєте у женську снагу на броду? Nemam ja problem s tim. Ne. To je plastik. I mi smo kupili ovaj, kod Branka uzeli smo nos. Htjeli da, ali to je prevremeno rješenje, ja to znam. Koje? Ovo. To je trajno rješenje. Samo da ja... To bi bilo super. Я не могла получить доступ к топливному танку, ну то есть я его не могла открыть, из-за того, что шлиц на горловине был слизан. Он был пластиковый, и так как его постоянно откручивали подручными механизмами, в конце концов он слезался, и этот пластик просто невозможно было ничем подцепить, чтобы выкрутить. Поэтому я купила в ближайшем яхтенном магазине новую горловину и попросила Мишку помочь с его установкой. Добрый Мишка не отказал. Новая горловина стоила около 15 евро, и она была уже с металлическим шлицом, так что я надеюсь, она прослужит подольше. Silikona nemate? Silikon есть, има. Сикафлекс. Осмос очень часто появляется у этих лодок, потому что, значит, они из гораздо более хорошего углепластика они делались, но делались не в ангаре, строились, а строились на улице. И поэтому вот именно джипси, вот именно эти вот дюфуры, они подвержены осмосу. Я приводим ее. Да, разумею. Верх называлась Джильмарин, а потом ее выкупил Дюфур, и вот сейчас они как бы вот под этим выходят. Там они некоторые модели повторяют и исполняют. У меня в документах так и написано Джилбер Марин. А некоторые как бы они больше... Он не снимается. Скажи, что не снимается, а то он оторвет.
Не снимается. Каже, не може. Там его раскручивать надо изнутри. Треба. A, od vida to ispod, dobro, dobro. Htio sam vidjeti nešto drugo. Там парус. Ajmo ja da izvucem vjedro ako... Ma ne, htio sam vidjeti da li je udaren. Da li je... Что Ajmo нужно? da pogledamo, meni Ali- isto to interesantno. Что нужно? Был ли нужно? удар или нет, был он битый или не был он битый. Он хотел посмотреть, если это та лодка, о которой Там мы бак думаем. под низом, там не видно. Значит, там простой дизельный или какой? Водный. Ага, там вот это. Так, куда не можем до Там не видно. до процеливания, до видения. Здесь можно вот эту поелу поднять, если нужно. Неужели ты можем Вот эту поелу поднять. Ну, тут тоже можно поднять, но там ничего не видно, там танк остальной. Самой звон тут говорим. Ovo su papiri od broda, smije vidjeti. Да. A imate stare neke? Да. Это в основном новое. Хочете ли я... Ну, там и старые Я есть. кафицу Вон. Obično sa šećerom. Bez šećer, svačinu. Kako vi radite za A, sebe? kako, Meni kako dobro. vi želite? Hoćemo li da upalimo? Samo da ga vidim malo. Mislim da to nije original motor. Isto je bio Janmar tada, ali ovo je drugi, ovo je novi. Ja nisam, ne bi bila iznenađena ako bi to i bilo, ako bi ostao stari, stvarno, za 35 godina. Znači, tamo se piše da otprilike 4000 Sati, da. Da upalim, ne? Ne. Nemojte paliti. Znate šta bi trebalo? Po meni na cijelom brodu treba ventile promijeniti hitno. Ventili? Da. Ja sam ovog probao, on još radi. Ali ako ventil pukne, sve ventile treba promijeniti. Svi su prestari. Работа Мишка обошлась 400 хорватских кун. Это всего лишь около 53 евро. Он много чего посмотрел на лодке, проверил, обошел все важные узлы и дал много важных и полезных советов. Прием. A mi smo preblizu sada. Okej, ja probala i tako i onako. Da stavim na 1-2, evo. 1, 2, okej, važe. 1-2. Probajte sada. Прием. Я чудово. Прием. Кстати, рация в итоге заработала, хотя и работала она несколько странно. После нажатия тангенты она будто бы сразу теряла мощность и переставала ловить сигнал. Я не знаю, с чем может быть связано такое поведение, но в любом случае я уже приняла решение заказать новую рацию. А на сегодня все. Спасибо, мои друзья, что подписываетесь, лайкаете мои видео и оставляете душевные комментарии. Я вас всех очень сильно люблю. До новых встреч, друзья. Всем пока!